Что дает первый год в жизни ребенка? Нужно ли воспитывать ребенка, как говорили в прошлом веке, в тот момент, когда он еще лежит поперек лавки? Актуальна ли эта поговорка в настоящее время? С вами семейный психолог Людмила Мурзина и рубрика «Золотая середина воспитания детей». Я хочу начать сегодня с того самого нулевого дня, когда родился ребенок. Как только он появился в этот мир, он еще не имеет сформированной психики, он не имеет сформированного мозга, у него не сформированы никакие интеллектуальные процессы, есть только телесная память, прохождение по родовым путям и нахождение во внеутробном развитии. Что же начинает происходить тогда, когда ребенок появился в этот мир? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что в течение первого года ребенка, к тому самому дню рождения, когда мы отмечаем 1 годик, у ребенка происходит полное формирование всех психических процессов, всех интеллектуальных процессов, и закладывается его стиль жизни, его стиль познания окружающего мира. Поэтому ответьте себе вопрос: нужно ли уделить внимание первому году? Итак, ребенок появился в этот мир, и пока что он не понял, что с ним произошло. Он ощущает себя ровно так же, как тогда, когда он находился в лоне мамы, когда все принадлежало ему. И мама, и этот мир, который там где-то за ее пределами, это все было для него мамой. И в течение 2 месяцев, до тех пор, пока не начнут формироваться какие-то познавательные процессы и умозаключения, ребенок воспринимает этот мир точно так же. То есть я, и вот эта грудь, которая вот здесь рядом со мной, и вот это вот то, что называют мамой, это все есть я. И весь мир продолжает еще быть мной. Это некое состояние величия, состояние Бога. Для эзотериков это, вероятно, понятно. Но мы говорим об обычных восприятиях психологии того, как развивается ребенок, находясь в этом материальном мире. Итак, тогда, когда он наблюдает этот мир с позиции того, что все есть я, то он считает себя частью этого мира, неотъемлемой частью этого мира, которым он может управлять. И этот момент называется у нас, этот период, первые 2 месяца, шизоидной стадии развития ребенка. Если в этот момент происходят какие-то травмы, возможно, ребенок болен, возможно, беспокоит что-то маму, мама проживает какие-то трудности после беременности и родов, может быть что-то связанное с отношениями в семье, с какими-то трудностями, то ребенок может быть фиксирован на этой стадии. Точно так же в этот период большое значение играет то, как мама пользуется своей грудью. Переживает и страдает, и начинает давать эту грудь бесконечно, чтобы ребенок лишь бы не плакал и самой не переживать этот страх, значит, будет здесь оральная фиксация, которая потом, я расскажу, как может беспокоить. По мере того, как ребенок развивается, видит, что то, что он считал неотъемлемой частью себя, вдруг отдаляется, куда-то уходит, и в какие-то моменты он просыпается, открывает глазки и видит нечто другое, но у ребенка начинают формироваться интеллектуальные процессы, которые научают его жить в этом мире, познавать этот мир. И он начинает делать умозаключения
на уровне тела, пока еще формируется первый психический процесс, первый познавательный, интеллектуальный процесс, который мы называем ощущение. Он ощущает чувство голода, он ощущает, если ему холодно, если он мокрый, и он начинает звать маму, подзывать, плакать и так далее, каким-то образом обозначая свои нужды. Он уже начинает вздрагивать, когда загорается свет, когда происходят какие-то звуки достаточно сильные, чтобы напугать, он вздрагивает. И это все приводит к неким соединениям в его развитии интеллекта. К третьему месяцу ребенок начинает подозревать. Его интеллектуальных способностей, его возможностей начинает хватать на то, чтобы понять, что все-таки оказывается все не совсем так, как я себе представлял. Оказывается, этот мир, он какой-то другой. Все в нем существует отдельно. И уже этот мир ему не принадлежит. Он лишь маленькая частичка этого мира. И он не может им управлять так, как бы ему хотелось. Этот период называется периодом подозрительности или периодом параноидальности. И в этот момент у ребенка фиксируется много сомнений, и чем больше вот этих непониманий, тем более сомневающийся человек может у нас вырасти. Если мы прожили этот этап, или вернее, когда мы прожили этот этап, и вот у ребенка мозг готов понять нечто большее, прошло еще 2 месяца, и в период с 4 до 6 месяцев ребенок попадает в другую стадию. Вдруг он осознает, что, о Боже, оказывается, все так, как я и подозревал. Оказывается, я не есть этот мир, это действительно правда. И он начинает немного депрессировать, возможно, происходит снижение его активности, его эмоциональности. В этот момент некоторые дети могут отказываться от груди, и у них снижается потребность в питании, ну и так далее. Много вот таких моментов, которые говорят о том, что да, для ребенка это стадия, этот период, он оказался достаточно значимым в его познании мира. Далее, когда ребенок проживает эту стадию, принимает как данность, что ну да, этот мир он вот такой, но не все так в нем плохо, то далее он начинает познавать и исследовать этот мир, он уже хочет видеть, пробовать, трогать, ощущать нечто большее, он начинает подползать куда-то там к краю, желать какие-то другие предметы. И в этот момент ему начинают ограничивать поле его познания. Что говорят родители уже тогда, когда малыш начинает много двигаться? Они начинают говорить ему: нельзя, из своего собственного страха. Нельзя подползать к краю, нельзя трогать это, оно горячее, или оно колется, или оно режется. Не трогай, нельзя. Что делает малыш? Он начинает плакать. И вот период истероидности. О чем же эти самые этапы? Конечно, о познании ребенком, о его развитии, но каким образом формируется тот самый стиль жизни? Формируется он так, что когда в определенные этапы у ребенка происходят какие-то фиксации, когда в определенные периоды его вот этого первого года жизни вдруг возникает что-то в семье, возможно, какие-то конфликты, возможно, какие-то болезни, возможно, утрированное мамино беспокойство, возможно, какие-то
другие травматичные события, то ребенок, он включен в это, он переживает то, что переживает мама. И, соответственно, когда он набирает определенную такую вот критическую массу в каком-то периоде развития, то, подрастая, он будет как опыт брать все, что было здесь, и переносить на новый этап своей жизни. И вы знаете, взрослых людей, и, может быть, себя относите к какому-то из этих этапов не как к клиническому заболеванию, а как к стилю поведения в определенных жизненных реакциях. Например, вы знаете, что есть интроверты, которые погружаются в свой внутренний мир и что-то переживают там, и это как раз есть некая шизоидная стадия, когда нужно там что-то обдумать, нужно понять, что-то там вот происходит необъяснимое. И человек уходит в этот внутренний мир, и он живет там. Его опыт говорит о том, что он зафиксирован на первых 2 месяцах жизни. Если мы подозреваем, если мы беспокоимся, а что говорят о нас другие, а что подумают о нас другие, а как они отнесутся к тому, что я сделаю и так далее. Это фиксация на втором этапе с 2 до 4 месяцев. Далее вы знаете, что есть люди депрессивные, которые от трудностей впадают в состояние депрессии. Это говорит лишь о том, что в течение с 4 до 6 месяцев были, возможно, какие-то травматичные ситуации в семье, умы и так далее. Ребенок зафиксировался, и как только что-то происходит сложное, то человек попадает вот в эту депрессивную стадию, и ему нужно, может быть, отлежаться, ему нужно побыть наедине, ему нужно пострадать, он отказывается от какой-то деятельности, он не может себя организовать. Я не говорю, опять же, о серьезных проявлениях. Ну и истероидная стадия, которая очень активно у нас распространена у взрослых людей, когда, особенно у женщин, когда они начинают манипулировать с помощью слез, я хочу это, добиваясь чего-то от своих мужчин, от мужей, от родителей, от каких-то окружающих людей, даже от руководителей и начальников, да, ссылаясь на то, как им плохо, и вот срочно сейчас выдайте то, что я хочу. Этих людей их очень видно. Соответственно, это говорит о том, что когда они были маленькие, как там происходили фиксации. Сначала было нельзя, 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 а потом все-таки, можно, лишь бы ты не плакал. Или сама мама это может дать, или кто-то из взрослых сказать, да ладно, что уже ребенок будет плакать, дай ему то, что он хотел. И вот так формируется, собственно, наш стиль жизни. Что же делать? Где золотая середина? Ребенок так или иначе будет проживать эти стадии, потому что они необходимы в формировании нашего стиля жизни. Они необходимы для того, чтобы все интеллектуальные процессы сформировались, для того, чтобы мозг ребенка развился и был готов воспринимать более серьезную информацию в жизни, был готов к каким-то средствам коммуникации, был готов выстраивать отношения. Вот здесь очень важно наблюдать как раз за тем, как мама реагирует на все. То есть, если это кормление, то оно, конечно, по режиму, то есть грудь, она не должна быть затычкой для ребенка, она не должна его успокаивать, она должна его кормить. Если мы четко пытаемся соблюдать режим дня, это отлично и хорошо, но можно покормить ребенка на полчаса раньше, а можно покормить на полчаса позже, если в этом нет необходимости, ребенок еще спит. То есть всегда есть некая такая гибкость.
Когда мы доверяем ребенка другому, то мы должны ему полностью доверять. Если это ваш муж, если это ваши родители, бабушки, дедушки участвующие, не надо беспокоиться. Все здесь участники. Не произойдет ничего плохого. Тем самым помогая ребенку довериться. Если уж вы решили, что вы сказали ребенку нельзя и решили его ограничить в чем-то, то это нельзя должно быть соблюдено на 100%, потому что далее он начнет вами управлять. Итак, помните, что все хорошо в меру. Постарайтесь оградить себя от каких-то проблем, постарайтесь быть сами позитивными, сами дарить то, что вы хотели бы получать от этого мира. Хотите получать любовь, аккумулируйте в себе и дарите своему ребенку. Хотите испытывать чувство защищенности, вы уже взрослые, забудьте о том, что когда-то что-то вам не додали ваши родители, или проработайте это со специалистом и дайте это ребенку. Если же вы испытываете все-таки какие-то эмоциональные потрясение, если у вас очень много эмоций, если что-то вас беспокоит, обратите внимание, под этим видео есть ссылка на множество медитаций, которые связаны именно с состояниями мамы, именно с тем, чтобы быть в эмоциональной гармонии и дарить ребенку то, что ему необходимо в положительном его росте и развитии.